Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. Заявки о вступлении в антикоррупционный комитет на этой неделе подали известная певица 90-х годов Алена Апина и знаменитый советский вратарь, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. Заявки находятся на рассмотрении. Помимо этого, членом антикоррупционного комитета стал известный советский и российский певец Сергей Беликов. Неожиданно резко ухудшилось состояние здоровья члена антикоррупционного комитета и известного советского и российского актера Бориса Щербакова, который серьезно пострадал несколько недель назад при антикоррупционной проверке в городе Сочи. Борис Васильевич тогда провел несколько недель в реанимации и был выписан из больницы. Однако сегодня утром в связи с резким ухудшением здоровья Борис Щербаков был вновь госпитализирован. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты Сергей Никоненко, Игорь Скляр и Наталья Варлей провели антикоррупционные рейды по незаконным киностудиям города Санкт-Петербурга. В ходе антикоррупционной проверки было арестовано и конфисковано 17 киностудий, задержано более 180 сотрудников. Владельцам данных киностудий предъявлены обвинения в незаконной коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, длительной неуплате налогов и нарушении авторских прав. К сожалению, тяжелые времена наступили для главы антикоррупционного комитета и известного артиста Никиты Сергеевича Михалкова. Помимо личной трагедии, связанной с его дочерью Анной Михалковой, у Никиты Сергеевича появились большие проблемы с вышестоящими эшелонами власти. Однако, несмотря на это, Никита Сергеевич заявил, что антикоррупционный комитет не отступит от своих целей и также продолжит бороться против преступности и коррупции. Стало известно, что на антикоррупционный комитет и лично Никиту Михалкова написали жалобы многие главы регионов Российской Федерации и попросили тщательно проверить работу антикоррупционного комитета. В связи с этим вчера вечером и сегодня утром на квартире Никиты Михалкова прошли обыски. Есть версия, что их организовали по ложным доносам самые главные недоброжелатели антикоррупционного комитета и Никиты Михалкова, в частности генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пресс-секретарь Верховного главнокомандующего и бывший министр обороны Сергей Шойгу. Однако Никита Сергеевич стойко выдержал неожиданный удар, так как ничего противозаконного в его квартире не находилось. К слову сказать, что дочь Никиты Сергеевича Анна Михалкова уже почти целый месяц находится в состоянии комы. Лечащие врачи не дают обнадеживающих прогнозов. 49-летняя женщина находится в критическом состоянии. Сына известной российской певицы Натальи Королевой Архипа Глушко готовят к этапированию в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин». По данным следствия, данное событие состоится до 1 августа текущего года. Существует большая вероятность, что вслед за своим внуком туда отправится и Людмила Порывай, которая также виновна во многих тяжких преступлениях. Напомним, что сын Натальи Королевой обвиняется по нескольким тяжелым статьям, среди которых ограбление банка, дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями и убийство ректора Института культуры Арсения Миронова. Отметим, что по последним данным Архипу Глушко за все его злодеяния грозит пожизненный срок. Известный советский и российский актер Валентин Смирницкий, хорошо известный широкому зрителю по роли Портоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», попал в больницу в тяжелом состоянии. Причина госпитализации – несчастный случай на даче, связанный с жарой. Состояние здоровья Валентина Смирницкого диагностируется как тяжелое. 2 дня назад в столице Израиля в тяжелое ДТП попала супруга известного музыканта и инагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Рано утром 38-летняя женщина возвращалась с шумной вечеринки и не справилась с управлением на трассе в районе моря.
На данный момент супруга Андрея Макаревича была госпитализирована и находится без сознания. О полученных травмах информации не поступало. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Вчера во время отдыха на Мальдивах утонул российский молодой певец, родной сын известного артиста Александра Малинина Валентин Малинин. Стало известно, что Валентин Малинин отдыхал на Мальдивах уже несколько недель вместе с семьей и отправился купаться после гуляний в ночном клубе, где он употреблял спиртные напитки, что в итоге и послужило причиной трагедии. Валентину Малинину было 34 года, у него осталась супруга и 10-летний сын. Валентин Малинин был средним сыном известного певца Александра Малинина. Он был лидером музыкальной группы в стиле рок под названием «Звездная ночь» и записал 2 музыкальных альбома. К слову сказать, что у Александра Малинина 5 детей, 2 дочери Устинья Малинина и Кира Евдокимова, и 3 сына Никита Малинин, Фрол Малинин и Валентин Малинин. Зрителям, конечно же, наиболее известен Никита Александрович Малинин, который прославился не только своими героическими подвигами во время участия в спецоперации, но и надежной и патриотической работой в антикоррупционном комитете. Сегодня рано утром в Москве в районе Измайлова на автопарковке на известную российскую певицу Катю Лель напал неизвестный преступник с целью ограбления. Екатерина Лель не смогла оказать сопротивление, и из салона иномарки исчезли 3 мобильных телефона, дорогой ноутбук и наличные в размере 1,5 миллиона рублей. 15 августа в Москве откроется дом-музей, посвященный известному советскому и российскому актеру, члену антикоррупционного комитета Александру Анатольевичу Ширвинду. Финансовую помощь при открытии музея оказали товарищи Александра Ширвинда, сотрудники антикоррупционного комитета. Ведь Александр Анатольевич, помимо творческой деятельности, отработал в антикоррупционном комитете почти целый год. Для арестованных родственников бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу может быть серьезно увеличен тюремный срок. В деле о хищениях и поставке некачественного оборудования в зону спецоперации появились новые обстоятельства. К слову сказать, что зять Сергея Шойгу, известный блогер и спортсмен Алексей Столяров, и сын Сергея Шойгу, молодой певец и также блогер Даниил Шойгу, уже почти целый месяц находится в следственном изоляторе номер 4 города Москвы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам антикоррупционного комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.